В середине XVI века Стамбул был похож на распахнутый сундук с драгоценностями. Шумный, блестящий, переполненный запахами пряностей, смол и жареного мяса. Он манил и ослеплял одновременно. Узкие улочки гудели от криков торговцев, над крышами плыл звон минаретов, а на Босфоре тяжело перекатывались корабли, нагруженные тканями, оружием, специями и пленниками. Здесь сходились все дороги империи, и морские, и сухопутные, а в сердце этого огромного живого организма стоял дворец Топкапы, окруженный садами и высокой стеной. В тот день, когда ее впервые увидели за этими стенами, никто не мог сказать, откуда она взялась. Одни шепотом утверждали, что привезена из далекой страны, где зимы длинные, а земля белеет от снега. Другие, что ее выкупили у крымских татар ради какой-то загадочной цели. Ее лицо сразу выделялось среди десятков других. Кожа цвета свежего молока, пряди волос, отливавшие медью в солнечном свете, и взгляд, прямой, будто она смотрела не на собеседника, а сквозь него, туда, где у каждого таилась своя потайная мысль. В те годы султан Сулейман только что вступил на престол. Ему досталась империя, простиравшаяся от Венгрии до берегов Красного моря, от пустынь Сирии до горных перевалов Персии. Он был молод, но уже успел внушить страх вельможам своей решительностью. Двор жил в напряжении. Любое слово могло обернуться казнью, любое промедление — потерей милости. Но в гаремах, за решетками, жизнь текла иначе. Там измеряли время не месяцами и годами, а ночами, проведенными в покоях повелителя. Она появилась в этих стенах не как купленная невольница, а как подарок, и это меняло все. Купленные девушки не могли мечтать о браке с султаном, но подаренная имела иной статус. Ее провели мимо тяжелых дверей под взглядами евнухов и отдали на попечение старшей из наложниц. С этого момента ее судьба зависела от того, сумеет ли она понравиться не только повелителю, но и его матери, Валиде Султан, которая держала в руках нити всех дворцовых интриг. В те дни Стамбул жил предвкушением перемен. На рынках говорили о войнах, которые султан собирался вести. В мечетях шепотом обсуждали, что он редко заходит в гарем, предпочитая беседы с визирями и ночные чаепития с Ибрагимом, своим давним другом и любимцем. Валиде Султан опасалась, что ее сын унаследует странные склонности своего отца, и потому пристально следила за каждой женщиной, появлявшейся в покоях. Когда ей представили рыжеволосую чужестранку, она лишь слегка приподняла брови и холодно заметила, что в ней нет особой красоты. Чужестранка молчала. Она не спешила открывать свое имя, и это только подогревало интерес. Ее начали называть по происхождению, как было принято, Роксолана. Слуги быстро привыкли к этому имени, хотя оно было для нее всего лишь маской. Она понимала, здесь любое прошлое можно забыть, но каждое слово, сказанное невпопад, останется в памяти тех, кто умеет ждать. Гарем встретил ее привычным порядком. Утренние молитвы, занятия с наставницами, бесконечные тренировки танца и пения. Старая наложница, назначенная ее наставницей, учила, как обольстить повелителя взглядом, как двигаться так, чтобы шелк халата шуршал особым образом, как улыбаться, не обнажая зубов. Но чужестранка выполняла все это с какой-то ленивой неторопливостью, будто играла в правила, не принимая их. Вечерами она сидела у окна, из которого был виден крошечный кусок моря, и тихо пела на своем языке. Ее голос был мягким и в то же время пронизывающим, с оттенком тоски, который цеплял даже тех, кто не понимал слов. Евнухи замолкали, проходя мимо, девушки слушали, затаив дыхание. Песни, казалось, наполняли узкие коридоры гарема соленым ветром далеких степей. Тогда она еще не знала, что именно этот голос станет ее пропуском к трону. Пока же она училась выживать, не ввязываться в ссоры, не попадаться на глаза тем, кто мог навредить, и внимательно слушать разговоры. В гареме слухи распространялись быстрее, чем за стенами. И в этих слухах все чаще упоминалось имя султана, который, возможно, однажды заглянет в дальнее крыло, где жили те, кого Валиде считала недостойными его внимания.
Однажды к ней подошла молодая наложница с быстрыми глазами и сказала, что видела во сне знак, огромную птицу, что расправляет крылья над морем. «Это к удаче», — шепнула она, и исчезла в коридоре. Роксолана запомнила эти слова, хотя тогда не придала им значения. Она уже знала, во дворце каждый сон, каждая случайная встреча могут стать предвестием перемен. В Стамбуле тем временем началась весна. На рынках появлялись корзины с зеленью и ранними фруктами, на улицах пахло нагретым деревом и сладким дымом кальянов. В гареме же ничего не менялось, те же лица, те же уроки, тот же шепот за спиной. Но в воздухе витало чувство, что что-то назревает. В ту ночь, когда султан впервые услышал ее пение, она сидела в тени, прижимая к груди старый шелковый платок. Песню унесли эхом по коридорам, и, говорят, он остановился, вслушался и велел привести к нему ту, что не боится петь, когда остальные молчат. Так закончился ее первый месяц в сердце империи, и началась история, которая изменит судьбу не только одной женщины, но и целого государства. Весна на родине пришла внезапно. Снег сошел за пару дней, земля напиталась водой, и на склонах, еще вчера серых, проступили зеленые островки. Настя, дочь рогатинского священника, радовалась этому так же, как и каждый год. Пахло влажной травой, по двору бегали куры, а мать готовила к празднику Пасхи. Все казалось привычным и надежным, как расписанные отцовские книги в церковной ризнице. Но в ту весну привычность обернулась ловушкой. Нападение началось на рассвете. Татары пришли тихо, без лязга оружия, словно волки, крадущиеся к загонам. Лишь лай собак да крик петуха выдал их приближение, и этого оказалось достаточно, чтобы в городке началась паника. Мужчины пытались схватить топоры, женщины — уводить детей к лесу. Настя бежала рядом с матерью, вцепившись в ее руку, и слышала за спиной ржание коней, крики и хруст пламени, охватившего соломенные крыши. Они успели добежать до опушки, но там мать споткнулась, потеряла равновесие, и Настя, оттолкнувшись, побежала дальше одна. Сердце стучало в висках, дыхание вырывалось рывками. Она не помнила, как рухнула в траву, и только через время, может минуту, а может час, открыла глаза. Над ней склонился бородатый всадник в широком кафтане. Дальше все слилось в одну череду. Веревка на запястьях, колючая шерсть ковра, запах пота и лошадиного потняка, бесконечная тряска дороги. Их вели на юг, к Крыму. Караван шел медленно, и каждый день кто-то из пленников отставал, падал, и тогда раздавался короткий, безжалостный удар сабли. Настю не заковали в железо и не гнали пешком, как остальных. Ее посадили на лошадь, и она не понимала, почему. Спрашивать было опасно, любой лишний звук мог вызвать гнев. Позже она догадалась, татары берегли ее для дорогой продажи. Через дни пути, когда степь сменилась береговыми холмами, они увидели море. Настя никогда раньше его не видела, и в другое время, возможно, залюбовалась бы его блеском. Но сейчас, уставшая и осунувшаяся, она думала только о том, что их ждет дальше. Город, куда их привели, звался Кафа. Здесь каменные стены были выше любых крепостей, что она видела дома. На улицах толпились купцы, турки в широких шароварах, итальянцы в длинных камзолах, смуглые греки. И над всем стоял шум, крики торговцев, визг животных, звон колокольчиков, смешанный с запахами пряностей, рыбы и человеческого пота. Рынок невольников располагался на площади, огороженной с 3 сторон деревянными навесами. Пленников ставили в ряды, раздевали догола, чтобы покупатели могли рассмотреть товар. Настя, стиснув зубы, стояла под взглядом десятков чужих глаз. Люди подходили, щупали руки, проверяли зубы, рассматривали ноги, будто выбирали породистую кобылу. Она вспомнила рогатинские ярмарки, где также выбирали скот, и от этой мысли стало холодно внутри. Пока она стояла, к ряду подошел высокий мужчина в дорогом одеянии. На поясе у него висел кинжал с резной рукоятью, а на шее медальон с зеленым камнем. Он обошел несколько девушек, но задержался именно на ней. Настя подняла голову и встретила его взгляд, внимательный, оценивающий, но без похоти. Это был Ибрагим,
приближенный султана. Говорили, он искал в тот день особый подарок для повелителя. Хотел приобрести редкостную красавицу-черкешенку, но вместо этого взгляд зацепился за рыжие волосы и прямую осанку пленницы. Он подошел ближе, что-то тихо сказал купцу, и тот лишь кивнул. Сделка была странной, Ибрагим не заплатил ни монеты. Купец, узнав, кому предназначена эта девушка, сам уступил ее даром. Для него это была честь, его товар попадет в сам дворец. На закате Настю, уже в легком восточном платье, повели к пристани. Она не знала, что ее ждет, но понимала, жизнь прежней уже не будет. За спиной остались холмы Крыма, шумный рынок и тоскливый крик чаек. Впереди путь в город, где решится ее судьба. Переход через море оказался долгим и тяжелым. Ветер рвал паруса, соленые брызги били в лицо, палуба качалась под ногами. Ночами она лежала на жестком ковре в углу трюма, слушая плеск воды и скрип мачт. Никто из сопровождающих не обращался к ней по имени, только Роксолана. Она перестала поправлять их. Прежнее имя теперь было опасно хранить даже в мыслях. Через несколько дней показались минареты и купола Стамбул. Город встретил ее гулом тысяч голосов и запахом горячего хлеба, смешанного с дымом от кузнец. По узким улочкам они поднялись к высоким воротам, за которыми начинался другой мир, дворец Топкапы. Там все было иначе. Тишина, пререкаемая только шорохом шагов и плеском фонтанов, запах жасмина из садов, ровный свет, падающий на мозаичные стены. Ее провели мимо караульных, через тенистые дворы, в женские покои. Здесь, в глубине дворца, началась ее новая жизнь. Жизнь в золотой клетке, где каждая улыбка могла стать спасением, а каждое неверное слово — приговором. Вечером, оставшись одна, она подошла к окну. Внизу темнели кипарисы, за ними мерцали огни города, а вдали — черная полоса моря. Настя, уже почти привыкшая к новому имени, тихо выдохнула: Роксолана. С этого дня оно станет ее щитом и оружием. И где-то, за множеством дверей и коридоров, жил человек, чья воля определит все, от того, останется ли она пленницей или станет самой влиятельной женщиной империи. Но пока он не знал о ее существовании, а она о его взгляде, который уже ищет ее в толпе. С первыми лучами солнца ее разбудил тихий шелест. Двери покоев приоткрылись, и внутрь вошла женщина в длинном темно-синем халате, расшитом золотыми нитями. За ней две молчаливые девушки с подносами. На одном стоял кувшин с душистым напитком и плоские лепешки, на другом — свертки с тканями. Женщина, не назвав своего имени, коротко сказала, что она назначена старшей над новой пленницей и что отныне каждая минута будет расписана. Роксолану повели в умывальню. Мраморный пол был теплым от скрытых под ним каналов с горячей водой, стены сияли цветной мозаикой. Девушки помогли снять платья, смыли с кожи пыль дороги, втерли в волосы густое ароматное масло. Запах был тяжелый, восточный, и от него кружилась голова. После бани ее облачили в тонкий халат цвета спелого граната и повели дальше, в зал, где уже ждали другие наложницы. Здесь начиналась ее первая проверка. Девушки выстраивались полукругом, каждая старалась держаться так, чтобы свет падал на лицо, подчеркивая его красоту. Роксолана заметила, что на нее смотрят с разным выражением, кто-то с любопытством, кто-то с откровенной неприязнью. Она не опускала глаз, хотя чувствовала, как внутри все сжимается. Старшая наложница, сухощекая женщина с жесткими чертами, обошла каждую и останавливалась, давая короткие указания: поправить осанку, сменить выражение лица, повернуться к свету. Дойдя до Роксоланы, она неожиданно усмехнулась и сказала: «Волосы не прячь. В гареме таких мало. Это может пригодиться». Ее поставили в конец ряда, и вскоре в зал вошла Валиде Султан, мать повелителя. На ней был тяжелый темный халат, усыпанный драгоценными камнями, и легкое покрывало на голове. Взгляд у нее был цепкий, словно она привыкла оценивать людей не только по красоте, но и по внутренней силе. Она медленно проходила мимо девушек, иногда кивала,
иногда едва заметно качала головой. Остановившись перед Роксоланой, Валиде прищурилась, будто что-то пытаясь рассмотреть в ее лице. Мгновение, и холодный голос произнес: «Пусть будет в дальнем крыле». Ее время еще не пришло. Эти слова означали, что она отправляется в самую глухую часть гарема, где жили те, кого сочли малоперспективными. Большинство из них никогда не видели султана. Но Роксолана, двигаясь по коридорам вслед за провожатыми, лишь крепче сжала губы. Она понимала, пока это только начало. В дальнем крыле жизнь текла медленно. Здесь не было роскошных залов, и украшения выглядели скромнее. Девушки коротали время разговорами, шитьем и мечтами о чуде, которое, возможно, никогда не случится. Роксолана держалась особняком, слушала больше, чем говорила. Она быстро поняла, что ценнее всего в этих стенах — информация, кто получил приглашение в покой султана, кто вернулся с подарками, а кто исчез бесследно. Питание было скромным — лепешки, фрукты, немного вареного мяса. Но ее не это тревожило. Ночи здесь были тихими, только изредка доносились звуки музыки из дальних залов, где шли развлечения для повелителя. И в этой тишине она снова пела, тихо, почти шепотом, на своем родном языке. Сначала ее слушали соседки, потом и евнухи задерживались у дверей. Однажды, вернувшись с рынка, евнух по имени Хасан принес новость. Султан ищет особенный подарок для торжественного вечера. Слухи ходили разные. То ли это должна быть драгоценность, то ли необычный танец, то ли редкая певица. Роксолана сделала вид, что ее это не интересует, но в ту же ночь пела дольше обычного, вкладывая в голос и тоску, и дерзость. Через несколько дней в крыло пришел Ибрагим Паша. Его появление произвело переполох, он редко заходил сюда. Взглядом он обвел девушек, что-то тихо спросил у Хасана и подошел к Роксолане. «Ты поешь?» — спросил он, не столько ожидая ответа, сколько проверяя ее реакцию. Она лишь кивнула. Он велел ей спеть. Голос наполнил зал, легкий, но упругий, словно шелковая нить, тянущаяся из глубины. Ибрагим слушал молча, потом коротко бросил: «Готовьте ее». С того момента началась ее подготовка. Ей выдали новые одежды, обучили особым поклонам, показали, как держать взгляд. Ее учили не просто петь, а подчинять слушателя ритмом дыхания, паузами, интонацией. Все это было для одного вечера, который мог изменить ее жизнь. В гареме быстро пошли разговоры, что новая пленница скоро предстанет перед самим повелителем. Одни завидовали, другие шептались о ее волосах и дерзком взгляде. Но Роксолана знала, ей предстоит не просто показать себя, а пробить стену привычек и предубеждений. В день, когда ее повели к султану, дворец гудел, словно улей. Она шла мимо садов, где фонтаны звенели в тени кипарисов, мимо залов, где на коврах молились вельможи. В груди стучало сердце, но шаг был ровным. За дверями, куда ее ввели, тянуло прохладой и пряным дымом. На возвышении, окруженный светильниками, сидел молодой человек в богатом халате. Его глаза были внимательными, но без улыбки. Он смотрел так, будто видел насквозь. «Пой», — сказал он. Она запела. Голос, казалось, расправил крылья и наполнил зал. Она не отвела взгляда, даже когда он поднялся и подошел ближе. На мгновение показалось, что весь дворец замер, прислушиваясь. А потом он снял с плеча тонкий платок и набросил ей на плечи. Этот жест был знаком. Сегодня она проведет ночь в покоях султана. Так товар, который берегли для особого случая, превратился в фигуру на шахматной доске, готовую к своим первым ходам. Вечер, когда ее впервые отвели в покой повелителя, остался в памяти не как торжество, а как испытание. Ее провели через длинную галерею, стены которой были выложены изразцами с глубокими синими и бирюзовыми узорами. Мягкий свет ламп отражался в полированном камне, и казалось, что она идет по воде. Перед дверью стоял евнух в белом одеянии. Он молча приподнял руку, разрешая войти, и взглядом велел держать голову прямо. Внутри было тихо, но тишина эта была иной, густой, насыщенной запахом благовоний, пряных смол
и легкой дымки от светильников. Султан сидел на низком диване, обитым бархатом, и перебирал четки из темного янтаря. Он не спешил заговорить. Лишь взгляд, прямой, внимательный, будто он привык наблюдать за тем, как люди теряются под его молчанием. Ей подали знак начать петь. Она сделала вдох и, не сводя глаз с повелителя, начала мелодию, в которой были и тоска, и гордое непокорство. Голос, привычный в тишине дальнего крыла, теперь звучал в огромном зале мягко, но отчетливо. Она видела, как взгляд султана меняется. В нем появилось то, что нельзя было назвать ни любопытством, ни явным интересом, но что уже было шагом в ее сторону. После песни он жестом велел подойти. Она подошла медленно, стараясь, чтобы каждый шаг был выверен, и остановилась на расстоянии, указанном традицией. Он поднял с дивана тонкий шелковый платок и набросил ей на плечи. Платок был знаком особого расположения. Он означал, что этой ночью она останется. Так началась ее жизнь в покоях, где стены хранили больше тайн, чем все рынки Стамбула вместе взятые. Слуги приносили блюда из серебряной посуды, пряный рис, ягнятину, сладости, фрукты, которые она никогда прежде не пробовала. Но за каждой улыбкой слуг, за каждым жестом евнуха скрывалась строгая иерархия. Здесь нельзя было расслабиться ни на миг. На следующее утро ее проводили обратно в гарем. Девушки встречали ее взглядами, в которых смешивались зависть и осторожный интерес. Некоторые пытались завязать разговор, узнать подробности, но она отвечала скупо. В гареме слова были оружием, и каждое сказанное могло вернуться к тебе в искаженном виде. С этого дня ее распорядок изменился. Она больше не возвращалась в дальнее крыло, а поселилась ближе к центральным залам, где жили фаворитки султана. Здесь комнаты были просторнее, ткани богаче, а прислуга внимательнее. Но вместе с этим приходило и постоянное наблюдение. Каждое ее движение фиксировали, каждый взгляд запоминали. Валиде султан поначалу не проявляла открытого интереса. Она смотрела на новую избранницу сына с холодной отстраненностью, но Роксолана чувствовала, за этим молчанием скрывается расчет. В гареме не было места случайностям. Каждая женщина, приблизившаяся к султану, становилась фигурой в большой игре. Первые недели прошли в череде встреч с повелителем. Он мог вызвать ее поздно вечером или ранним утром, и она всегда должна была быть готова. Иногда они говорили мало, и тогда она пела или слушала, как он рассказывает о походах, о дальних странах, о законах, которые собирался вводить. Иногда он молчал, глядя в окно на Босфор, и в такие моменты она понимала, главное — не мешать этому молчанию. Ее начали обучать новым вещам, чтению по-арабски, основам придворного этикета, даже дипломатическим тонкостям. Наставницы объясняли, что фаворитка султана — не просто украшение его вечеров. Она могла быть посредником в просьбах вельмож, влиять на решения, если умела выбрать правильный момент. Вскоре у нее появились собственные служанки, две молодые девушки, которым она могла доверять только в мелочах. Они помогали одеваться, следили за ее волосами, приносили новости из дальних частей гарема. Через них она узнала о соперницах, которые уже пытались подорвать ее положение, распуская слухи о ее прошлом и намекая на колдовство, скрытое в песнях. Однажды вечером, когда она сидела у окна и вышивала, в ее покой тихо вошел Хасан, тот самый евнух, что когда-то принес слух о поиске особого подарка. Он не стал задерживаться, лишь оставил небольшой сверток с тонким серебряным браслетом. Внутри лежала маленькая записка с одним словом «Берегись». Это слово не имело конкретного адресата, но Роксолана поняла, опасность могла исходить не только от тех, кто завидовал ей в гареме. Внешний мир дворца был полон людей, готовых использовать любую женщину, приближенную к султану, в своих целях. С тех пор она стала внимательнее присматриваться к тем, кто пытался приблизиться. Она заметила, что в разговорах между слугами все чаще мелькают намеки на Ибрагима Пашу, любимца султана. Он был вхож почти во все тайны дворца, и Роксолана чувствовала, что именно он однажды сыграет ключевую роль в ее судьбе. Но пока нельзя было понять,
будет ли это роль защитника или врага. Время в гареме текло особым образом. Дни казались одинаковыми, но в каждом таились мелкие сдвиги. Новая ткань на покрывале, иная последовательность блюд за ужином, неожиданный взгляд султана. Она училась замечать эти знаки и предугадывать перемены. Постепенно она поняла, гарем — это не просто золотая клетка. Это шахматная доска, где каждая фигура может двигаться только по своим линиям, и выживает та, что умеет предвидеть ходы других. Роксолана была решима стать не пешкой, а королевой. Так, среди мозаичных стен, в шелесте шелков и тихих шагов по мрамору, она начала свою игру. И каждый вечер, засыпая под монотонный шепот фонтанов, она знала, придет день, когда именно ее слово изменит ход событий в Великой империи. Первые месяцы вблизи султанских покоев миновали без громких потрясений, но спокойствие в гареме всегда лишь маска. Под его гладкой поверхностью шевелились интриги, зависть и давние счеты. Чем дольше Роксолана оставалась в фаворе у повелителя, тем внимательнее за ней наблюдали соперницы. Их взгляды, будто невидимые стрелы, сопровождали каждый ее шаг, каждое слово, даже способ, каким она держала чашу с водой. Но самым опасным было молчание. Никто не обвинял ее прямо, не спорил открыто. Вместо этого в гареме рождались шепоты, легкие, как утренний туман, но разъедающие репутацию хуже яда. Говорили, что султан слишком часто задерживает ее у себя. Говорили, что ее песня — колдовство, способное пленить разум. Говорили, что она послана кем-то из чужих земель, чтобы управлять судьбами Османской империи. Роксолана не реагировала. Она помнила слова старой наставницы: в этих стенах выживает не та, кто громче всех оправдывается, а та, чье молчание заставляет остальных нервничать. И все же она чувствовала, рано или поздно придется сделать ход, который покажет ее не как пленницу, а как женщину, способную влиять на повелителя. Шанс пришел неожиданно. В один из весенних вечеров дворец готовился к празднеству в честь победы над венгерским гарнизоном. В саду расставили фонари, в фонтанах зажгли свечи, кухни гудели, как ульи, запахи жареного мяса, сладостей и свежего хлеба тянулись по всем дворам. Музыканты настраивали инструменты, но в гареме царило особое напряжение. Повелитель велел, чтобы для него спели лучшие голоса. Обычно такие вечера были шансом для многих наложниц. Их выводили группами, каждая должна была исполнить один куплет. Достаточно, чтобы привлечь внимание, но не больше, чтобы не затмить других. Однако в этот раз Валиде Султан решила иначе. Она приказала, чтобы пела только одна женщина. Когда Хасан, евнух, передал эту новость, он добавил, что имя еще не названо. Роксолана поняла, выбор будет испытанием. И если он падет не на нее, значит, слухи и зависть уже сделали свое дело. Весь день она провела в комнате, почти не притрагиваясь к еде. Ее служанки шили новый наряд, легкое платье из тончайшего шелка, цвета вечерних облаков, с вышивкой по подолу. Волосы убрали в сложную прическу, вплетя в медные пряди тонкие нити жемчуга. Когда солнце скрылось, в покой вошел Ибрагим Паша. Его появление в женских залах было редкостью, и все девушки, что оказались в коридоре, опустили глаза, пропуская его. Он направился прямо к Роксолане, задержал взгляд на ее лице и сказал: «Сегодня поешь ты». Сердце стукнуло сильнее, но лицо осталось спокойным. Она лишь кивнула и пошла за ним. Вечерний сад сиял сотнями огней. Между фонтанами и колоннами расстелили ковры, на которых сидели вельможи, визири и приближенные султана. В центре, на возвышении, он сам, в халате цвета темного граната, с тюрбаном, украшенным изумрудом. Музыканты притихли, ожидая знака. Когда Роксолана вышла, все взгляды обратились к ней. Она стояла неподвижно, пока в тишине не зазвучали первые аккорды. Ее голос поднялся мягко, словно теплый ветер, и наполнил сад мелодией, в которой смешались дальняя тоска, уверенность и обещание чего-то большего, чем просто песня. Она пела на языке своего детства, и хотя никто из слушателей не понимал слов, смысл проникал глубже слов, в сердце.
Султан слушал, слегка склонив голову, и в его взгляде не было уже той отстраненности, что в первую встречу. Когда она закончила, в саду повисла тишина. Ни аплодисментов, ни возгласов, только мягкий шелест ветра в листве и плеск воды в фонтанах. Потом султан поднялся, спустился с возвышения и, не говоря ни слова, протянул ей руку. Этот жест был виден всем. Он значил, что певица этой ночью станет его гостьей. Но важнее было другое. В эту минуту Роксолана поняла, что ее голос стал оружием. Он мог открывать двери, до которых не дотянуться ни золота, ни лестной речи. С того вечера ее положение в гареме изменилось. Слуги стали внимательнее, завистницы — осторожнее. Валиде Султан, хотя и не проявляла открытой симпатии, теперь смотрела на нее уже не как на случайную пленницу, а как на фигуру, которую придется учитывать. Все это было началом. Она знала, за признание повелителя придется заплатить не деньгами и не вещами, а постоянной борьбой за место рядом с ним. Но Роксолана уже выбрала путь. И где-то в глубине дворца, за резными дверями, зрела новая волна событий, которая проверит ее решимость и умение выживать в мире, где улыбка может скрывать нож, а взгляд — смертный приговор. После того весеннего вечера, когда ее голос впервые прозвучал на большом празднестве, Роксолана уже не могла вернуться в прежнюю тень. Теперь каждый ее выход в сад или переход из зала в зал привлекал взгляды. Но вместе с вниманием пришла и первая настоящая вражда. В гареме старые правила были жестче каменных стен. Первое место среди женщин султана принадлежало его давней супруге, Махидевран. Ее сын Мустафа считался главным наследником, а сама она — женщиной с правом открыто говорить с повелителем, входить к нему без долгого ожидания и влиять на решения. Появление Роксоланы нарушало этот хрупкий порядок. Слухи о том, что султан стал вызывать рыжеволосую наложницу чаще, чем Махидевран, распространялись быстро. Кто-то говорил, что это просто каприз, кто-то, что колдовство. Но сама Махидевран воспринимала все как вызов. И в один из теплых летних вечеров вызов перешел в открытую ссору. В тот день Роксолана сидела в своей комнате, когда в дверь, не стуча, вошла Махидевран. Ее шаги были быстрыми, лицо — жестким, а глаза сверкали холодным гневом. За ней следовала служанка с подносом, на котором лежала драгоценная ткань. «Это тебе от повелителя?» — спросила Махидевран, едва заметно усмехнувшись. «Интересно, сколько времени продержится твой голос, когда он устанет от песен?» Она подошла ближе и, не дожидаясь ответа, взяла в руки ткань, будто оценивая, стоит ли она того, чтобы остаться. А затем резкое движение, и край шелка скользнул на пол, как вызов. Роксолана не подняла упавшую ткань. Она только выпрямила спину и встретила взгляд соперницы. Молчание между ними длилось несколько мгновений, но в этом молчании уже звучало все — вызов, ответ, готовность к войне. С того дня мелкие стычки стали привычным делом. То вдруг из гардероба исчезала дорогая накидка, то в поданном блюде находилась кость, которую там быть не должно. Слуги, приближенные к Махидевран, будто случайно задерживались у дверей Роксоланы, подслушивая разговоры. Но самым опасным был не прямой конфликт, а то, что Махидевран начала говорить с Валиде Султан. Старая властительница гарема умела слушать так, чтобы собеседник не понимал, на чьей она стороне. Роксолана знала, любое слово, сказанное о ней матери султана, может стать оружием против нее. Однажды вечером, когда повелитель позвал Роксолану в свои покои, она заметила на его лице легкую усталость. Он говорил мало, но его слова были о делах государства, о трудных переговорах с посланниками из Персии, о недовольстве янычар. Она слушала, но в каждом его взгляде читала тень чужих слов. Кто-то говорил о ней, и это явно было не в ее пользу. Она поняла, просто пением и красотой уже не удержишь место рядом с султаном. Нужно было сделать то, что выделит ее среди всех, стать не только развлечением, но и советницей, человеком, чье мнение султан начнет ценить. Роксолана начала учиться быстрее. Она просила наставниц давать ей книги не только о поэзии и музыке,
но и о законах, о религии, о прошлых правителях. Евнух Хасан, которому она доверяла, приносил ей слухи о делах армии и о том, какие решения султану предстоит принять. Она слушала все, что происходило за пределами гарема, запоминая и выстраивая в голове связи. Но гарем не прощал открытого умения. Однажды ночью, возвращаясь из покоев султана, она обнаружила, что ее двери распахнуты настежь, а комната перевернута. На полу валялись разорванные ткани, сломанные гребни, перевернутый сундук с личными вещами. Среди обломков она увидела то, что хранила как напоминание о доме, кусок вышитого полотна, подаренный матерью. Его разорвали пополам. Она молча присела, взяла обрывок ткани и сжала его в ладони. В тот момент она поняла, в этой войне нет места слезам. Здесь побеждают не силой, а терпением и точным ударом в нужный момент. Через несколько дней повелитель объявил, что хочет видеть в покоях женщин из гарема для утреннего чаепития. Это был редкий случай, когда присутствовать могли несколько фавориток сразу. Махидевран и Роксолана оказались в одном зале. Разговор был о предстоящем празднике Курбан-Байрам. Султан расспрашивал о традициях, о том, как отмечают этот день в разных уголках империи. Когда очередь дошла до Роксоланы, она рассказала о празднике в своей земле не напрямую, но так, чтобы ее слова были и историей, и намеком на то, как можно было бы соединить обычаи разных народов в одну торжественную церемонию. Султан слушал внимательно, иногда уточняя детали. Когда она закончила, он кивнул, а потом сказал, что хотел бы увидеть именно такой праздник во дворце. В тот момент Роксолана заметила, как напряглось лицо Махидевран. Ее пальцы чуть дрогнули, а губы сжались тонкой линией. Это был первый маленький, но явный удар в их противостояние. Роксолана вышла из зала с легкой улыбкой. Она понимала, война только началась, и впереди будет много ходов, но первый был сделан. Теперь она не просто наложница, что поет для повелителя. Она стала той, чьи слова могут изменить облик дворцовых праздников и, возможно, повлиять на решение султана. И в этом мире золота, шелка и ядовитых шепотов каждый шаг отныне будет либо приближать ее к вершине, либо бросать в пропасть. Но страха она уже не чувствовала. К концу лета дворец жил в особом ритме. Султан готовился к новому походу, визири спорили о маршрутах и поставках, гонцы приходили и уходили, а в садах, за мраморными стенами, гарем продолжал свою тихую, но напряженную жизнь. Слухи в этих залах текли быстрее, чем вода в фонтанах, и все чаще в них звучало одно имя — Ибрагим Паша. Он был не просто другом султана, а человеком, который поднялся из простых рабов до великого визиря. Его история сама по себе могла бы стать легендой, но внутри дворца к нему относились с разной смесью почтения и зависти. Одни шепотом называли его опорой трона, другие — чужаком, которому слишком много позволено. Роксолана наблюдала за ним издалека. Она помнила тот день на рынке в кафе, когда он впервые посмотрел на нее оценивающе, без лишних эмоций, и решил привести ее сюда. С тех пор они почти не говорили напрямую, но она понимала, Ибрагим умеет видеть людей насквозь, так же, как она училась видеть скрытые намерения в улыбках женщин гарема. Слуги приносили обрывки разговоров. Ибрагим стал чаще спорить с повелителем, позволял себе высказывать сомнения по поводу его решений, а иногда уходил, не дождавшись конца совета. Для внешнего наблюдателя это могло быть признаком смелости, но Роксолана знала, во дворце такие вольности редко прощают. В одну из ночей, когда султан снова позвал ее в свои покои, он был необычайно молчалив. Он сидел у окна, глядя на огни города, и перебирал четки, как делал это в минуты раздумий. Она не стала нарушать тишину, но чувствовала, что в его мыслях вертится что-то тяжелое. Только спустя время он заговорил о том, что в Великой Империи даже близкие люди могут однажды обернуться врагами. Он говорил, не называя имен, но в каждом слове угадывалась тень Ибрагима. Эти слова застряли в памяти Роксоланы. Она понимала, что ее положение в гареме напрямую зависело от того, кто будет влиять на султана за пределами этих стен.
И если Ибрагим потеряет доверие, образуется пустота, которую кто-то займет. Почему бы не она? С этого момента она стала внимательнее слушать все, что говорили об Ибрагиме. Слуги приносили вести о том, что он ведет тайные переговоры с купцами из Венеции, что его люди задерживаются в портах дольше обычного, что он распоряжается казной так, будто она его личная. Никто не знал, сколько в этом правды, но сама возможность слуха уже была оружием. Она не спешила действовать. Ей нужно было, чтобы подозрения зародились не от ее слов, а будто сами собой. И тогда она осторожно, ненавязчиво, начинала подбрасывать мелкие фразы в разговорах с султаном о том, как трудно держать под контролем тех, кто слишком быстро поднялся, о том, что чужая верность проверяется не в победах, а в поражениях. Эти слова были как крошки хлеба, оставленные на дороге. Они не вели напрямую, но если идти за ними, рано или поздно окажешься там, куда хотел попасть тот, кто их рассыпал. Между тем отношения внутри гарема тоже менялись. Махидевран, чье раздражение только росло, начала действовать откровение. Она пыталась убедить Валиде Султан, что Роксолана вмешивается в государственные дела, что ее влияние выходит за рамки дозволенного. Но Валиде, опытная в таких играх, не торопилась вставать на чью-то сторону. Она лишь наблюдала, давая событиям развиваться. Однажды, проходя по внутреннему двору, Роксолана случайно оказалась свидетелем сцены, которую позже часто вспоминала. Ибрагим разговаривал с одним из визирей. Они стояли у мозаичной стены, и голос Ибрагима звучал тихо, но твердо. Он говорил о грядущих переменах и о том, что нужно готовиться к новому порядку. Эти слова можно было истолковать по-разному, но в контексте последних разговоров султана они звучали опасно. Роксолана не стала приближаться, лишь запомнила все, что могла, интонацию, выражение лица, даже то, как он сжал руки за спиной. В ту же ночь, сидя у султана, она осторожно упомянула, что в гареме женщины боятся перемен, ведь новые порядки всегда приносят неизвестность. Она не назвала имен, не описала сцену, но увидела, как взгляд повелителя на мгновение потемнел. С этого дня Ибрагим все реже появлялся при дворе. Он уезжал по делам, возвращался молчаливым, и даже в разговорах с султаном чувствовалась та осторожность, которая раньше была ему не свойственна. Роксолана понимала, время работает на нее. Но она также знала, в дворцовой игре слишком сильный ход может обернуться ударом в ответ. Ей нужно было, чтобы отстранение Ибрагима выглядело естественным, а не как результат чьей-то интриги. Вечерами, когда над Босфором поднималась луна, она сидела у окна и слушала, как за стенами гарема доносятся далекие звуки: шум улиц, крики торговцев, лай собак. Этот мир за стеной жил по своим законам, но внутри дворца все решалось тихо, шаг за шагом. И в тени, над которой сгущались подозрения, имя Ибрагима звучало все реже, уступая место новым разговорам о женщине с рыжими волосами, чьи слова и песни начинали менять лицо империи. Осень принесла в Стамбул прохладный ветер с моря и тихую дрожь ожидания. Дворец жил привычной жизнью. В залах визири спорили о налогах и войнах. В садах собирали последние цветы для ароматных масел. В гареме менялись наряды. Легкие летние ткани убирали в сундуки, заменяя их на плотный шелк и бархат. Но за этой сезонной сменой облика зрела новость, способная потрясти не только стены Топкапы, но и всю Османскую империю. Слухи появились сначала в самых отдаленных коридорах, где служанки переговаривались вполголоса, будто обсуждали что-то запретное. Потом обрывки этих разговоров начали попадать к евнухам, от них к женщинам, приближенным к Валиде Султан. И в каждом пересказе новость обрастала новыми подробностями. Кто-то клялся, что слышал это из уст самого казначея, кто-то уверял, что видел в мастерских заказ на особый свадебный наряд. Речь шла о невозможном. Султан, наследник династии, повелитель земель от Дуная до Персии, собирался жениться на женщине, которая пришла в его дворец пленницей. Для Османской империи это было почти кощунством. Традиция не позволяла султанам вступать в брак с женщинами из гарема. Наложницы могли родить наследника,
но оставались лишь частью гаремного мира. Жена султана, если и появлялась, обычно была принцессой из другого государства, союз с которой укреплял бы международные связи. Но теперь повелитель хотел связать свою судьбу с Роксоланой, рыжеволосой женщиной из далеких земель, без титулов, без приданого, но с умением держать взгляд так, что даже визири чувствовали легкое смятение. Роксолана не сразу поверила этим слухам. Она знала цену дворцовой молве. Здесь каждую неделю рождались непроверенные истины, которые исчезали так же быстро, как и появлялись. Но в глазах султана все чаще появлялось то особое внимание, которое нельзя было подделать. Он не только вызывал ее к себе чаще других, но и начал прислушиваться к ее словам в делах, которые касались вовсе не женских покоев. Вечером, в одном из тихих садов, куда редко пускали посторонних, он говорил с ней о том, как трудно управлять государством, в котором сотни народов и языков, как опасно доверять слишком многим, как легко потерять верность близких. Он рассказывал об Ибрагиме, не называя его прямо, о сомнениях в старых союзах. Роксолана слушала и отвечала осторожно, но в ее словах он слышал ту редкую прямоту, которую ценил. И однажды, после долгой паузы, он произнес то, что изменило все. «Я хочу, чтобы ты была моей женой». Она не опустила глаз и не изобразила удивления. В этом мире любое проявление лишних эмоций могло быть истолковано неправильно. Она лишь кивнула, как будто приняла это как естественный ход событий. С того дня приготовления пошли открыто. Мастера получали заказы на ткани, которых прежде не использовали для наложниц. Ювелиры работали над украшениями, где камни сияли так, что от их блеска резало глаза. Внутри гарема это вызвало волну напряжения. Женщины, которые еще вчера видели в Роксолане просто опасную соперницу, теперь понимали, она станет Валиде матерью будущих султанов. Махидевран встретила эту новость с холодной яростью. Она не устраивала сцен, но в ее голосе, в каждом слове звучал вызов. Теперь ее сын Мустафа мог потерять не только внимание отца, но и право на трон. И хотя она продолжала ходить по дворцу с высоко поднятой головой, в глазах ее горела жесткая решимость. День свадьбы выбрали в начале зимы. Стамбул уже окутал легкий морозный туман, но дворец сиял огнями. Сады украсили тканями, под сводами залов развесили гирлянды из цитрусовых плодов и лавровых ветвей. Музыканты репетировали мелодии, в которых переплетались мотивы разных народов, как символ того, что новая султанша принесет в дворец. Церемония была необычной. Султан появился в роскошном темно-зеленом халате, а рядом Роксолана в платье цвета утреннего неба, расшитом серебром и сапфирами. Она шла твердым шагом, не опуская взгляда, и этот шаг был заявлением. Она входит в новый статус не как украшение, а как равная воле повелителя. После свадьбы гарем изменился. Роксолана переехала в новые покои, просторные, с окнами, выходящими на сады и Босфор. Ее дни теперь включали не только привычные заботы, но и участие в обсуждениях, куда раньше женщин не допускали. Иногда султан приглашал ее присутствовать при приеме иностранных послов, не для официальных переговоров, а чтобы она могла наблюдать, учиться и, возможно, заметить то, что ускользало от мужчин. Но вместе с новым положением пришла и новая опасность. Теперь каждая ее ошибка могла стать поводом для разговоров не только в гареме, но и за его пределами. Любое неверное слово, любой слух мог подорвать ее положение, а значит, будущее ее детей. Роксолана понимала, отныне она не просто любимая женщина султана. Она, его законная жена, фигура, чье существование нарушает старые устои и раздражает тех, кто привык к правилам. И это значит, что впереди ее ждет борьба, где ставки будут выше, чем когда-либо. Но страха в ней не было. За эти годы в гареме она научилась главному: в этом мире выживает тот, кто умеет ждать момента и наносить удар тогда, когда противник уверен в своей победе. А пока в покоях еще пахло жасмином от свадебных гирлянд, за стенами уже шептались о том, что новая султанша слишком умна и слишком красива, чтобы быть просто женой.
Сразу после свадьбы дворец словно зажил новой жизнью. Повелитель выглядел умиротворенным, визири старались угадать его настроение, а послы из далеких земель передавали в письмах, что в сердце империи появилась женщина, способная менять облик самого Топкапы. Но вместе с этим теплым светом в окна Роксоланы незаметно проникла тень. Рождение ее первого сына стало праздником для гарема и тревогой для Махидевран. Мустафа, старший наследник, был воспитан в уверенности, что однажды займет трон, и его мать делала все, чтобы укрепить эту уверенность. Появление у Роксоланы сына нарушало привычный порядок. Теперь в будущем могло быть два претендента, и это грозило расколоть династию. Сначала борьба была тихой. В разговорах с Валиде султан Махидевран осторожно подчеркивала, что Мустафа растет сильным, умным и достойным, намекая, что другие мальчики — лишь дети наложниц, пусть и приближенных. Она не произносила имя Роксоланы, но всем было ясно, кого имела в виду. Роксолана понимала, что ее ребенок не просто сын, он часть политической игры. Она видела, как в гареме слуги, приближенные к Махидевран, задерживали взгляды на мальчике дольше обычного, как исчезали мелкие вещи из его покоев, как в его присутствии говорили о старых временах, когда наследник был только один. Вскоре появились и более тревожные знаки. Однажды в детской, где спал ее сын, она почувствовала легкий запах горьких трав. Он был едва уловим, но Роксолана знала, в восточных травах скрывается не только лекарство, но и яд. Мальчик был здоров, но с того дня она не оставляла его безнадежной прислуги. Повелитель, поглощенный военными планами, редко бывал в гареме. Когда он все же приходил, Роксолана говорила с ним не о мелочах, а о том, как важно укреплять будущее династии, защищать наследников, не допуская раздора между матерями. Она не упоминала имен, но в ее словах звучало предупреждение. Тем временем интриги продолжали сгущаться. При дворе появились люди, которые якобы действовали от имени Мустафы, договариваясь с вельможами о поддержке его в будущем. Слуги шептались, что Махидевран отправляет подарки влиятельным семьям, укрепляя их лояльность. Роксолана решила, что просто ждать нельзя. Она начала формировать свой круг влияния. Среди евнухов и служанок находились те, кто готов был служить ей за щедрые дары и обещания. Через них она узнавала, какие гости приходят к Махидевран, что она говорит в разговорах, кто из визирей принимает ее сторону. Одновременно Роксолана делала все, чтобы повелитель видел в ее сыне будущего достойного правителя. Она просила лучших наставников, следила, чтобы мальчик учился языкам, верховой езде, знанию законов. Ее сын должен был быть не просто наследником по крови, но и сильной фигурой, за которую захочет встать двор. В этот период Ибрагим-паша вновь оказался рядом. Его отношения с султаном были уже не такими теплыми, как прежде, но он по-прежнему имел власть и влияние. Роксолана понимала, пока он существует как посредник между троном и визирями, любое ее слово до повелителя будет проходить через его фильтр. Она не пыталась открыто склонить Ибрагима на свою сторону, но в редких разговорах с ним говорила о будущем империи, о необходимости единства. Он слушал внимательно, но его глаза оставались непроницаемыми. Она не знала, играет ли он собственную игру или просто ждет момента, чтобы выбрать сторону. Незаметно для большинства гаремных женщин Роксолана начала выстраивать сеть связей за пределами дворца. Через доверенных людей она отправляла небольшие дары в дома влиятельных купцов и ремесленников, знала, какие товары ценятся в разных кварталах и кто может передать нужное слово нужному человеку. Это было тихое, невидимое расширение влияния, но именно такие шаги формировали устойчивую поддержку в моменты, когда открытая власть могла пошатнуться. Но все это имело свою цену. Время, которое можно было бы тратить на спокойную жизнь с детьми, уходило на осторожные разговоры, наблюдения, подбор союзников. Каждое утро начиналось с проверки, все ли в порядке в детских покоях, каждый вечер с тихих бесед со служанками, которые умели слышать больше, чем казалось. Иногда, глядя на спящего сына, Роксолана спрашивала себя, не слишком ли она втянула его в игру взрослых,
в мир, где улыбка часто скрывает нож. Но тут же напоминала себе, в этом дворце выживают только те, кто готов бороться. К концу зимы стало ясно, противостояние между ее детьми и сыном Махидевран уже невозможно скрыть. Слухи о возможной смене порядка наследования дошли до ушей визирей. И хотя султан не говорил об этом открыто, Роксолана чувствовала, он думает о будущем не так, как прежде. Цена власти становилась все выше. И она знала, скоро придет момент, когда нужно будет сделать выбор, который определит не только ее судьбу, но и судьбу всей династии. Весна пришла в Стамбул мягко. Воздух наполнился запахом цветущих апельсиновых деревьев, фонтаны в садах зазвучали громче, и даже каменные стены Топкапы казались теплее. Но под этим светом и зеленью росла тень, тихая, плотная, неизбежная. Мустафа, сын Махидевран, к тому времени уже был взрослым, смелым и популярным среди янычар. Его военные успехи и решительность в управлении провинциями сделали его фигуру особенно заметной. В разговорах вельмож все чаще звучала мысль, что именно он – лучший наследник. Эти слова доходили и до султана. Роксолана знала, если Мустафа взойдет на трон, ее сыновья окажутся в смертельной опасности. Таков был порядок в империи. Новый султан избавлялся от всех возможных соперников, даже если те были его братьями. А значит, борьба между детьми была борьбой за жизнь. Она не раз пыталась говорить с повелителем о том, что амбиции Мустафы растут слишком быстро, что его окружение опасно. Она делала это осторожно, словно невзначай, но всегда так, чтобы ее слова оставались в памяти. Вскоре ее опасения начали подтверждаться. Вестники из дальних провинций приносили тревожные вести. Мустафа встречался с влиятельными полководцами, вел беседы о новом времени, говорил о необходимости изменить курс империи. Это можно было бы счесть обычной риторикой правителя провинции, но в сочетании с популярностью среди войска это становилось угрозой. Султан все чаще молчал, глядя в окно, когда речь заходила о старшем сыне. Роксолана видела, что внутри него идет борьба. Он любил Мустафу, гордился им, но был правителем, а не только отцом. Решение пришло неожиданно. В один из летних дней повелитель сообщил, что во время похода в Анатолию он вызовет Мустафу для личного разговора. Тон его был спокойным, но в этих словах звучало что-то окончательное. Роксолана поняла, что это будет не разговор, а суд. Когда весть о казни Мустафы дошла до Стамбула, гарем замер. Женщины шепотом передавали друг другу подробности, служанки избегали встречаться глазами. Махидевран исчезла из общих залов, ее покои были заперты. Для Роксоланы это была победа, но победа, от которой не было радости. Она знала, за такой шаг султана будут винить именно ее. И хотя решение было принято им самим, в памяти людей оно навсегда останется связанным с ее именем. Время после этой казни стало для нее самым тяжелым. Она потеряла часть поддержки в гареме, многие визири стали относиться с холодной вежливостью. Даже среди евнухов появились те, кто предпочитал держаться на расстоянии. Удары продолжали следовать. Спустя несколько лет умер ее сын Джихангир, болезненный, но любимый мальчик, чья улыбка всегда напоминала ей о доме, о далеком Рогатине. Потеря была такой острой, что она впервые за многие годы позволила себе запереться в покоях и не показываться никому несколько дней. Но империя не знала пауз. Султан все чаще отправлялся в походы, ее старшие сыновья росли, и каждый день мог стать началом новой борьбы за их жизни. Она старалась удерживать свое влияние, но усталость накапливалась. Последние годы были тихими. Она реже участвовала в больших церемониях, больше времени проводила в садах, иногда выходила к Босфору и долго смотрела на воду. Там, за горизонтом, оставалась земля, где когда-то была Настей, дочерью священника, не знавшей, что однажды станет Хюррем, женой повелителя. Ее смерть пришла без громких предвестий. Говорили, что она заболела и долго не вставала с постели. Слуги приносили ей отвары и фрукты, евнухи тихо входили и выходили, а в покоях
стоял запах трав и соленого ветра с моря. Султан навестил ее в последние дни, сидел рядом, молча держа за руку. Ее похоронили в мавзолее, построенном рядом с усыпальницей султана, в саду мечети Сулеймания. На ее гробнице выбили слова, в которых соединялись почтение и память. Так в сердце империи осталась женщина, пришедшая сюда пленницей и ушедшая из жизни, как Хюррем Султан, мать правителей и хозяйка золотой клетки. Но за камнем и надписями оставалась и другая история. История женщины, которая умела ждать, слушать и наносить удары тогда, когда враг был уверен в своей победе. История, в которой каждое слово могло стать оружием, а каждый взгляд — началом новой главы в судьбе великой державы. И, может быть, именно это, умение играть в долгую, умение не бояться ни зависти, ни ненависти, сделало ее самой влиятельной женщиной Османской империи. Даже после смерти ее имя продолжало жить в разговорах, в легендах, в памяти тех, кто понимал, что власть — это не только трон, но и умение удерживать его, когда все вокруг ждут, что ты упадешь.